Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Думаю, вы согласитесь с тем, что нет лучшего способа создать домашний семейный уют, чем наполнить любимый дом ароматами свежеприготовленной выпечки. Многие из вас знают, какое прекрасное чувство и ощущение возникает в тот момент, когда вы самостоятельно печете хлеб. А для тех, кто по разным причинам не может готовить хлеб в духовке, на помощь хозяйкам приходит замечательная помощница – автоматическая хлебопечка. Я обещала вам поделиться рецептами хлеба, приготовленного в хлебопечке, и сегодня один из них. Будем готовить самый обычный дрожжевой белый хлеб из пшеничной муки. Моя хлебопечка рассчитана на вертикальную булку хлеба весом 900 граммов. Но в описании под видео я укажу рецептуры как для средней буханки весом 680 граммов, так и для маленькой весом 450 граммов. Для начала не забудьте установить форму, лопатку для замеса теста. Берем 375 мл воды комнатной температуры. Всыпаем в нее 15 граммов соли и 30 граммов сахара. Все хорошо перемешиваем до полного их растворения. Вместо воды можно использовать картофельный отвар, сыворотку, молоко или смесь молока и воды. Выливаем сладко-соленую смесь в форму. Чтобы хлеб быстро не черствел, туда же отправляем 1 столовую ложку любого растительного или сливочного масла и всыпаем 600 граммов заранее просеянной муки, так, чтобы она полностью покрыла жидкость. У меня мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта. Если в инструкции к вашей хлебопечке указано, что в первую очередь следует положить дрожжи, то измените порядок закладывания жидких и сухих компонентов. Поверх муки всыпаем 7 граммов сухих дрожжей. Я использую быстродействующие дрожжи Сав-Момент в красной упаковке. Устанавливаем форму в хлебопекарню, закрываем крышку, выбираем обычный режим выпекания хлеба. У меня называется основной, а также степень запекания корочки. Мы любим порумяней. И нажимаем кнопку «Пуск». Время выпечки составляет 3 часа 40 минут. Друзья, хочу обратить ваше внимание, что хлебопечки у всех разные. Соответственно, названия программ и режимы работы могут отличаться. Имейте это в виду и адаптируйте рецепт под свою хлебопечку. Чтобы вам хорошо было видно, что происходит в печке в процессе приготовления, я поставлю на смотровое окошко небольшой фонарик. В первые 7 минут проходит предварительный замес, затем тесто отдыхает 5 минут. В этот момент откройте крышку и при необходимости, аккуратно, не задевая тесто, соскоблите муку, прилипшую к стенкам формы, мягкой резиновой лопаткой. Иначе во время подъема теста она окажется на его поверхности и придаст хлебу непривлекательный вид. Эту процедуру необходимо провести всего один раз через 5-10 минут после начала замешивания. Все остальное пекарня сделает без вашего участия. Основная программа выпечки хлеба предусматривает приготовление в несколько этапов. 2 замеса, предварительный в течение 7 минут, и основной 12 минут с 5-минутным отдыхом, а также подъем теста в течение 40 и 26 минут с легкой промежуточной обминкой. Основная расстойка длится ровно час. За это время тесто успевает прекрасно подойти. Главное, чтобы у дрожжей, которые вы используете, не истек срок годности. Кстати, о дрожжах. И свежие прессованные, и сухие быстродействующие дрожжи необходимо хранить только в холодильнике. Чтобы улучшить внешний вид, усилить аромат и изменить текстуру поверхности хлеба непосредственно перед началом выпечки или в течение первых 10 минут после начала выпекания, заготовку можно посыпать белой мукой, фактурной цельнозерновой мукой грубого помола, крупной морской солью, различными семенами, хлопьями, специями и так далее. Для этого хлеб предварительно смазывают глазурью на основе яиц, молока или воды, а затем быстро наносят посыпку. По окончании работы хлебопечка подаст звуковой сигнал о завершении приготовления хлеба и его готовности к подаче на стол. Извлекаем форму и аккуратно, чтобы не обжечься, достаем хлеб. Вот такой чудесный хлебушек у нас получился. Перекладываем его на решетку и оставляем до полного остывания. Хлеб получается очень ароматный, мягкий и вкусный. Не забудьте удалить из готового хлеба лопатку для замеса теста. После того, как хлеб остыл, давайте его разрежем и посмотрим на текстуру.
Вот такая в результате получается красота. Друзья, я показала вам рецепт самого простого хлеба на каждый день. Он отлично подходит для тостов, бутербродов и для намазывания маслом. Привычный рецепт можно разнообразить, добавляя в тесто различные добавки: специи, пряности, сушеные и свежие травы, вяленые овощи, лук, чеснок, сыр и так далее. Используйте и обязательно учитывайте рекомендации и советы по эксплуатации вашей модели хлебопечки. Очень надеюсь, что вы повторите этот рецепт и в итоге получите отличный результат. Готовьте с удовольствием. Желаю всем удачи и приятного аппетита. Друзья, если это видео было вам полезным, ставьте лайк. А у кого остались вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть плейлисты «Хлеб» и «Тесто», где вы найдете и другие интересные и полезные рецепты. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!